Свой путь знакомства с Ананда Маргой я начал в 2017 году с уроков медитации. После трансцендентного опыта отправился на поиск этого через медитацию. Решил сразу поискать что-то на ютубе, хотел просто найти какой-то курс по медитации и начать практику. До этого я считал себя атеистом с неплохо развитым критическим мышлением, но когда ты впервые сталкиваешься с измененным состоянием сознания, то критичность немного размывает. На ютубе на тот момент был всякий шлак с медитациями под музыку, и был Дада Садананда, который явно среди всего этого выделялся. Я сразу решил, что если учиться медитации, то у монаха, плюс Дада предлагал удобный структурированный курс, собственно то, что я искал. Подписался на курс, начал все регулярно практиковать. У меня была сильнейшая тяга, я понимал, что это то, без чего всю свою жизнь я чувствовал себя плохо. Это было тем, чего мне не хватало изначально, но чему меня никто не научил с детства. Я чувствовал, что я наконец-то нашел свой путь, а Дада говорил о всем том, что я получил в своем опыте, и это создавало огромный кредит доверия. К сожалению, я до этого ничего не знал о философиях Востока, и Дада стал олицетворением индийской философской мысли. Мне нравилось получать новые практики, нравилось чувствовать эффективность каждой, и это снова и снова подкупало на углубление. Дальше инициация у Дады Садананды, улучшение медитации и погружение в Ананда Маргу. Поначалу ничего не смущало, весь ритуализм я воспринимал исключительно как символизм, и думал, что все остальные к этому так и относятся. Я понимал, что у любого учения есть свой гуру, и относиться уважительно к нему это нормально, учитывая, что это учение помогает людям жить. Но проблема была в том, что вначале я лишь допускал возможность единого сознания, или единства всего в этом мире, и больше ни в чем не нуждался. А спустя год изучения философии Ананда Марги я уже уверовал в чакры, ситхи, кундалини и прочую шизотерику. Но самое печальное началось, когда я все больше начал слышать истории о сверхспособностях Саркара, о том, насколько он уникальный и важный гуру. В конце концов все дошло до Тарака Брахмы, и я понимал, что что-то явно не так. Но не может быть, что я пошел в первую попавшуюся секту, и попал сразу на бога всех богов. Мне доставляло много боли, когда я находил глупейшие ошибки в словах Бабы и его философии. Я просто не знал, куда себя деть, но упорно продолжал практиковать и оставаться в Ананда Марге. А все потому, что я верил всем этим мистическим историям про Бабу от ачарьев, ведь я просто не мог допустить, что они могут лгать, ведь они такие же, как мы, да еще и ушли в монашество. Меня клэшило 2 года подряд, просто ехала крыша от ежедневных сомнений, все духовное во мне умерло, вместо этого была лишь организация и практика для галочки. Я просто не мог переключиться от раздумий, я надеялся найти ответ путем размышлений. Но главная ошибка была в том, что я пытался доказать себе, что Баба – Бог, а надо было исходить от обратного. Но в какой-то день до меня это дошло. Я встретил замечательный канал на ютубе, где автор говорил о том восприятии йоги, каким ее видел я до всей этой обработки в Ананда Марге, и у меня щелкнуло. Я начал собирать все ошибки Саркара, что мне попадались. Так родилась первая критическая статья по его высказываниям. Я смог развенчать в себе культ бухгалтера, и все остальное рухнуло за ним. И я счастливый и освободившийся ушел из этой тоталитарной секты, и нашел свой духовный путь спустя 4 года жизни в Ананда Марге.